Всем здравствуйте! Сегодня новый мастер-класс вот на такую птичку снегирь. Вот как она смотрится. У этой птички отдельно вывязываем крылья, начинаем вязать с головы и вяжем туловище. Здесь хвостик вывязывается, он не пришивной. Делаем оформление. Заканчиваем вязание и пришиваем крылышки. Получается такая красивая птичка. Она может самостоятельно стоять, устойчивая. По размерам, попробую вам так показать, вот от головы и до окончания туловища 7 сантиметров. Птичка небольшая, получается яркая, очень красивая. Можно ее вязать и одним цветом. Это уже как вы пожелаете. Я связала вот такого снегиря. Давайте вместе с вами свяжем такую красоту. Для птички использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И крючком буду вязать 4 миллиметра. Свяжем крылышко. Я беру серый цвет, делаю кольцо амигуруми. Так не сильно его затягиваем. В это кольцо провязываю 3 столбика, 3 полустолбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь 2 столбика с накидом. 1, 2. Теперь сделали 2 накида на крючок, 1 столбик с 2 накидами. Далее пико, то есть 3 воздушных петли и соединительная петля в тот столбик, с которого мы его вывязали. Вот. Снова 2 накида на крючок и 1 столбик с 2 накидами. Теперь 2 столбика с 1 накидом. 1 и 2. И 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. И делаем соединительную петлю. Вот получается такое крылышко. Ниточку я отрезаю немножко подлиннее, так как будем это крылышко пришивать. Вот. И второе точно такое же крылышко. Начинаем вязать птичку с головы. Берем черный цвет. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду 8 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Будет 8 прибавок, и в конце ряда получится 16 столбиков. По 16 столбиков провязали 3, 4 и 5 ряды. Теперь в пятом ряду последний столбик вот провязываем красным цветом.
довязали его красным цветом. Теперь будем набирать воздушные петли. Набираем 4 воздушные петли красным цветом. 1, 2, 3, 4. Теперь берем черный цвет и набираем далее черной пряжей. Вот так переходим. 1, вот 1. Здесь у нас получилось 1, 2, 3, 4. Вот 1, 2, 3. Красное подтянем. 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительный столбик. 1, 2, 3, 4 и пятый, можно вот так, вот пятый мы будем завершать уже красным цветом. Вот получилось 5 соединительных столбиков, и последний мы уже завершили красным цветом. И здесь довязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Это будет хвостик. Далее нам черная нить потребуется уже потом. Можно ее здесь оставить, потом будем обвязывать. И вот вяжем по голове, провязываем, сделаем для начала вот соединительный столбик в сам столбик, из которого вывязывали, чтобы не было вот никаких дырочек, да. А теперь вот переходим на голову. 1 столбик без накида, 2, 3, 4. Теперь 4 раза повторяем 1 столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Это второй раз. Столбик, прибавка, третий раз, столбик, прибавка, четвертый раз, и довязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И вот по воздушным петлям, где еще провязывали, нужно довязать 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Это был 6-й ряд. И вот там, где красным цветом все обвязано, получилось 28 столбиков. Теперь переходим на 7-й ряд. Вот петелечку немного вытянула. Вот вставляем крючок там, где вот параллельно столбик, и вытягиваем эту петельку. Вот что получается. Сделали воздушную петлю для подъема и вяжем 7-й ряд. Провязываем 28 столбиков. 1, 2, 3, 4. Это у нас была соединительный столбик. Переходим на голову. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Переходим вот там, где уже по воздушным петлям вязали. 25, 26, 27, 28. Это был 7 ряд. Теперь 8, 9 и 10 ряды провязываем по 28 столбиков. Вот покажу. Перешли, одели маркер и продолжаем вязать эти 3 ряда. По 28 столбиков провязали еще 8, 9 и 10 ряды. Также я вставила глазки, они у меня 10 миллиметров и расположены вот именно в 3 ряду. Так, расположила. Сейчас сделаем клювик. Я беру темно-коричневую пряжу, оставляю вот небольшой хвостик, набираю 3 воздушных петли, 1, 2, 3, и вот вытягиваю ниточку, вот сделала закрепочку, и теперь там, где вот между глазками, так будем привязывать одну ниточку, вот вытянули, здесь вот отрежем, так, и вторую ниточку через столбик вот наверх. Так, все ненужное вот убираем. Вот получается такой клювик. Сейчас я так выверну, чтобы было удобней. И здесь завязываем, закрепляем эти хвостики. Вот как получилось. Такой вот клювик. И далее это 11 ряд. 2 столбика, 1, 2, убавка. Повторяем так 7 раз. В конце 11 ряда 21 столбик. 12 ряд. Да, и я вот наполнила птичку наполнителем. И теперь 12 ряд. 1 столбик. Следующий убавка. Повторяем так 7 раз. В конце 12 ряда 14 столбиков. 13 ряд это 7 убавлений подряд. Вот связали, на донышке осталась такая дырочка, сейчас мы ее спрячем. Дозаполнили еще наполнителем, и наполняйте так, чтобы вот донышко было более таким плоским, чтобы птичку можно было немножечко хоть поставить, чтобы она стояла, а не была как неваляшка. И вот за передние стенки каждого столбика
доходим до того места, с которого начинали, и затягиваем. Теперь вкалываем в середину и выводим сбоку. Эту ниточку можно отрезать. Вот получается такая птичка. Теперь обвяжем хвостик. Берем эту ниточку и провязываем 3 столбика. Так, здесь воздушную петлю сделаю, чтобы было для подъема. Вот 1 столбик без накида. Второй столбик без накида. Третий столбик без накида. 2 воздушных петли и соединительная петля. Эту петельку, вот эту, переводим на обратную сторону хвостика. Так, захватили ее и вот протянули. 2 воздушных петли и 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Получился такой хвостик. Теперь ниточку отрежем и сделаем такую соединительную петлю, закрепочку. Вот. И спрячем эту ниточку в середину изделия. И теперь вот прикрепила крылышки булавками и буду пришивать стежок за основную деталь. Здесь вот так за столбики. Снова основная деталь. Здесь вернулась вот назад, чтобы в верхней части пришить крылышко. И вот так больше пришивать я не буду. Вот несколькими стежками. Здесь оставлю хвостик, пришью второе крылышко. И эти 2 хвостика свяжу на 2 узелка и спрячу в середину изделия. И вот получилась такая птичка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!